Габариты могут оказаться серьезной проблемой в самых разных делах, особенно если это касается уборки дома. Зачем вам супер-мега крутой робот-пылесос, который не сможет заехать под письменный стол, под диван, кровать, батарею, пуфик и будет пылесосить только середину комнаты? Лучше пусть он будет не такой мощный и не такой функциональный, зато заберется в каждый уголок и везде соберет пыль. Именно такие пылесосы я и отобрал для рейтинга. Всем привет, на канале Bestробот, и прямо сейчас я расскажу о 7 лучших и, главное, самых тонких роботов-пылесосов. Начнем с 360S10 и скажем прямо. Это не самый маленький робот в мире. Диаметр стандартный 345 мм, да и по высоте всего на палец меньше пылесоса с башенкой лидара. Я бы даже не брал 360 в этот рейтинг, потому что пылесосов высотой 85 мм пруд пруди. Если бы не одно но. Дело в том, что у этого робота есть лидар. Просто он не торчит сверху, как башня Саурмана в Изенгарде, а спрятан под лицевую панель и сканирует через прорезь в бампере. За счет этого решения высоту корпуса удалось снизить на 1,5 см. И теперь пылесос спокойно заезжает под кровать, где собирается больше всего пыли. Силы всасывания хватает, чтобы почистить ковролин, а швабра 360S10 снабжена прижимным механизмом. Она отмывает даже присохший сок. Но самое крутое — навигация. Ведь робот оборудован 3D-датчиком, а значит определяет предметы на полу, объезжает провода, ножки сушилки и проделки мстительного кота. В приложении можно настраивать параметры работы в каждой комнате, создавать особые зоны и даже включать ворчливого помощника. Начнем очередной бесполезный день в моей жизни. Добавим к сказанному фирменное качество сборки, четкую подгонку деталей и 10 тысяч вилок для розетки любого типа. Все сделано просто волшебно. А теперь немного настоящей магии. Космические вибрации подсказывают мне, что вы смотрите этот ролик без подписки. Надо срочно почистить вашу карму. Быстрее прожимайте подписку. Нажали? Фух, мы справились с этим. Теперь вас будет сопровождать удача, особенно при выборе роботов-пылесосов. 360S10 однозначно лучший и самый функциональный из тонких пылесосов. Если высота корпуса 85 мм вас устраивает, смело берите эту модель. Ну, а если нужна более тонкая модель, смотрим на 6 место. Тут нас ждет TCL робот Vacuum Sviva 1000. Классический робот эконом-класса. Сделан в виде черной шайбы. Впереди бампер с датчиками, сзади пылесборник. Из-под бампера выглядывают боковые щетки, а в центре днища находится центральная с лепестками и щетиной. В Sviva 1000 нет ничего сложного, и производителю не составило труда снизить высоту корпуса до 70 мм. Робот свободно заезжает под диван, где так любит прятаться кот, собирает там тонны шерсти и пыли, а при заезде на ковры сила всасывания автоматически возрастает. В этом месте мы можем провести жирную черту. О всех положительных сторонах этого пылесоса я сказал, впереди только недостатки. У Sviva 1000 примитивная навигация. После запуска он едет прямо, пока не упрется в стену, затем поворачивает вправо и едет до следующего препятствия. И так он будет обрабатывать всю квартиру. Да, хаотичная навигация все еще встречается в 2023 году. С помощью пульта можно запустить уборку вдоль стен и по спирали. Приложения нет, да и зачем оно нужно при таком функционале? Если повезет, Sviva 1000 уберет большую часть комнаты и вернется на базу. Сила всасывания посредственная, турбощетка фиксированная, поэтому на качественную очистку ковров можно не рассчитывать. А влажной уборки у этого пылесоса тупо нет. В общем, в функциональном плане этот робот из каменного века. Неудивительно, что он уступил 5 место Litsta G1. Он тоже сделан в виде черной шайбы с двумя метелками и турбощеткой. Высота корпуса такая же, всего 7 см, поэтому Litsta беспрепятственно заезжает под кухонный буфет, выгребает оттуда крошки, крупу и кусочки вермишели. Но это единственное, что объединяет эти два робота. Во всем остальном Litsta G1 несравненно круче. Он ориентируется при помощи гироскопа, убирает красивыми зигзагами, проходит вдоль стен и даже рисует карту. Интерактивности, понятное дело, нет. Зато Litsta запоминает, где убирал, и продолжает работу после подзарядки. Сила всасывания в 3 раза больше, а в контейнере рядом с пылесборником размещается бак с водой. Поэтому Litsta G1 пылесосит и вытирает пол одновременно. Обратите внимание, не может пылесосить и вытирать, а именно пылесосит и вытирает, независимо от того, хотите вы этого или нет. Производитель решил сэкономить и сделал швабру несъемной. Litsta G1 будет возить мокрой салфеткой по коврам, поедет собирать землю у горшка и разведет там грязь, а потом обязательно застрянет на сушилке. Странное решение инженеров стоило роботу 4 места. У Kaiwell Cybervac D6 таких проблем нет. Нужна влажная уборка? Ставим специальный модуль с бачком. Нужна сухая? Ставим пылесборник. Неужели это так сложно, Litsta?
Высота корпуса на пару миллиметров больше, но с учетом многочисленных достоинств робота это не принципиально. Помимо гироскопа, Cybervac D6 оборудован датчиком пола. Он находится на месте второй щетки и отмеряет пройденное расстояние, чтобы карта была более точной. Зонировать ее нельзя, но собачьи миски можно заградить магнитной лентой. Сейчас такое встречается все реже. Обычно производители стремятся дать как можно меньше. Скоро даже адаптер придется докупать за отдельную плату. Но Kaiwell положили в коробку не только адаптер и магнитную ленту, но и запасные щетки, фильтры, салфетки, пульт и даже батарейки к нему. Такая щедрость определенно заслуживает лайка. Скажем твердое «да» такому подходу к комплектованию роботов. Качество уборки такое же, как у Лидста. Сила всасывания в 3000 паскалей компенсирует проблемы неподвижности рабочего блока. Робот заглатывает мусор любой фракции, включая крупу и куски наполнителя. Неплохо чистит ковры, но надо учитывать, что большая часть волос останется на турбощетке, а она не разбирается. Вооружайтесь фирменным разрезателем, включайте любимый сериал, как раз до конца серии приведете пылесос в порядок. А теперь переходим к ультратонким пылесосам, ведь на третьем месте нас ждет Redmond RV R250. Высота корпуса всего 57 мм, на 1,5 см меньше, чем у Cybervac D6. Как говорится, почувствуй разницу. Redmond R250 собирает шерсть даже под крестовиной офисного стула. Форма корпуса квадратная, поэтому заезжает глубоко в углы и выметает оттуда крошки. Правда, шерсть и крошки — это максимум для Redmond. Все-таки сила всасывания тут такая, что производитель даже постыдился ее назвать. Еще и турбощетки нет. По сути, перед нами такой плоский электровеник, который забирается туда, куда нормальным пылесосом и не снилось. В плане функционала тоже все слишком просто. Кирпичный пульт и 3 режима выбора. Хаотичный, спираль и вдоль стен. Лирическое отступление. В комментариях часто пишут, что влажная уборка у обычных роботов — бесполезная функция, площадь салфетки маленькая, бачок небольшой, насос особой роли не играет, прижимные пружины бесполезны. Ну да. Уважаемые критики, а как вам такое? Просто квадратная тряпочка, без прижимного механизма, без насоса и вообще без бачка. После этого зрелища в 2023 году нам уже ничего не страшно. Tefal Explorer серии 60 всего на 3 мм выше, чем Redmond R250. При этом на фоне Redmond Tefal выглядит роботом премиум класса. И дело не только в изящном дизайне. Несмотря на компактные размеры, у пылесоса полный набор рабочих аксессуаров. 2 боковые щетки и центральная. Резиновых ламелей нет, и после уборки турбощетка будет выглядеть как вращающийся шерстяной комок. Но это небольшая проблема, поскольку торцы предусмотрительно снимаются. Для навигации Tefal Explorer пользуется гироскопом и даже строит точную карту. Не сомневайтесь, ваша персональная пещера выглядит именно так. Фронтальные датчики не самые чувствительные, зато робот будет бегать челноком. Уже большое достижение. Влажная уборка тоже реализована получше, чем у Redmond. Да, вода поступает прямотоком, зато хотя бы есть бачок. А вот сухая уборка по-настоящему впечатляет даже по сравнению с 360S10. Как видите, за один проход Tefal Explorer собрал столько же песка, сколько 360 за 2. Мотор, скорее всего, слабее, но и раструб меньше, поэтому эффективность всасывания примерно одинаковая. Если у вас низкая мебель, можете смело положиться на Tefal Explorer. Понял. Начинаю действовать без шума и пыли по утвержденному плану. И действительно, робот действует почти бесшумно. Вытягивает пыль даже из щелей, а график уборки можно планировать по дням недели. Если бы не робот с очень длинным названием, я бы обязательно поставил Tefal Explorer на первое место. Xiaomi Mi G Ultra Slim Robot Vacuum Cleaner. Звучит как титул королевской особы. Когда ты это слышишь, ожидаешь увидеть Daenerys Targaryen, а появляется какой-то карлик. Он такой же обычный пылесос, только ростом не вышел, всего 55 мм, почти вдвое меньше обычной бандуры с лидаром. Зато, как и Tyrion Lannister, этот маленький робот чертовски умен, делит квартиру на комнаты, позволяет ставить любые зоны и даже объезжает проблемные объекты, такие как провода, ножки сушилки или проделки кота. Удивительно, как Xiaomi смогли запихнуть столько датчиков в такого маленького робота, а ведь он еще и уборку делает. Для этого в его распоряжении полноценная, только маленькая, турбощетка, боковая щеточка и неслабый мотор с силой всасывания в 2200 паскалей. Но по качеству уборки есть нюансы. Маленький раструб очень хорошо вытягивает песок из щелей, но плохо собирает мусор на площадях. Особенно это касается крупных соринок, таких как наполнитель. Они просто не пролезают в раструб, поэтому оптимальная локация для Mi G Ultra Slim — это
это квартира с умеренным уровнем загрязнения и желательно с гладким полом. Потому что после установки модуля с бачком робот сможет протереть полы. Не идеально, но получше аналогов такого размера. Итог таков. Если вы хотите, чтобы робот залезал под холодильник, берите Midea Ultra Slim. Ну а если достаточно, чтобы убирал под диваном, возвращайтесь к 360S10. Он во всем лучше, только чуть крупнее. На этом у меня все. Если вы являетесь счастливым обладателем какого-нибудь пылесоса из рейтинга, обязательно прокомментируйте. Нам действительно интересно узнать ваше мнение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и заходите в наш Telegram. Там я выкладываю самые вкусные предложения. Например, Roborock S7 Plus всего за 37 тысяч. Обязательно туда заглядывайте, если подыскиваете пылесос. А пока и до новых встреч!